Удар по территории США, срочное обращение Вашингтона, объявлена эвакуация из 14 стран. Целый флот на дне. Командование заявило о полном уничтожении. Все детали расскажем. Сухопутная операция началась. Ликвидация очередного лидера и новые атаки. Войска уже на границе. Трамп опять обвинил Владимира. Какие претензии выдвинул хозяин Белого дома в этот раз? Досмотрите. Исторический перелом в войне. Рекордная потеря территорий. Названа впечатляющая цифра. В Украине появился новый претендент на место президента. Неожиданное заявление на фоне войны. Об этих и других событиях к вечеру вторника 3 марта. Все, что действительно важно сегодня. Новости Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Раньше других. Иран нанес новый удар по значимому объекту США. Дроны атаковали американское посольство в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В результате удара на территории диппредставительства вспыхнул крупный пожар. Саудовские военные заявили, что атаку совершили 2 беспилотника. СМИ сообщают, что на момент удара в посольстве не было людей и пострадавших тоже нет. Однако официальной информации о последствиях пока мало. Государственный департамент США призвал американских граждан покинуть 14 стран Ближнего Востока из-за роста рисков для безопасности. В обновленном предупреждении говорится о необходимости срочного выезда коммерческими рейсами из Бахрейна, Египта, Ирана, Израиля, Ирака и других стран, где продолжаются боевые действия. Тем временем из Тегерана несутся и очередные угрозы. Советник командующего корпуса стражей исламской революции Ибрахим Джабари подчеркнул, что режим не допустит экспорта нефти из региона и будет сжигать все иностранные суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капли нефти покинуть этот регион. Пентагон опровергает заявление Ирана о закрытии пролива для судоходства. Об этом написала корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин, основываясь на данных Центрального командования США. Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования. 80% их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику. В то же время, по информации онлайн-сервиса Marine Traffic, в Ормузском проливе нет танкеров, но на его входе скопилось более 250 судов, включая 70 балкеров и контейнеровозов. Пролив остается важнейшей артерией для мировых поставок нефти и газа. Через него проходит до 30% сжиженного природного газа. На фоне заявлений о закрытии пролива цена нефти Brent накануне выросла на 13%, достигнув рекорда в $82 с лишним за баррель. Иранский флот проследовал по курсу русского военного корабля, причем весь. Об этом заявило Центральное командование США. 2 дня назад иранский режим имел 11 судов в Оманском заливе. Сейчас нет ни одного. В Центком заявили, что это стало важной частью операции против иранских военных сил. Теперь, когда иранский военный флот отправился на дно, атаковать суда с нефтью, а тем более закрыть Ормузский пролив, режиму будет чуточку сложнее. Как думаете? Израильская армия продолжает зачистку высокопоставленных лидеров иранского режима и его прокси. В Цахал заявили о ликвидации в Ливане командира палестинского исламистского джихада Абу Хамзы Рами. Тель-Авив считает его ответственным за планирование и проведение сотен атак против израильтян. Операция прошла накануне в Бейруте. Рами был ключевой фигурой в организации террористических операций и подготовке боевиков, а также участвовал в контрабанде оружия и вербовке новых членов группировки. Цахал заявил, что ликвидация Рами значительно ослабит палестинский исламский джихад и его способность проводить атаки на Израиль. Но это было только разминка. Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию против движения Хезболла на юге Ливана. Силы Цахал заняли несколько позиций возле границы, чтобы предотвратить проникновение боевиков на территорию Израиля и атаковать террористическую инфраструктуру Хезболлы. «Мы еще ничего не начинали» – фраза, которая вызывала столько насмешек за последние годы, но теперь в исполнении совсем другого лидера. Теперь это заявляет Дональд Трамп. Президент сказал: мы еще даже не начали наносить им сильные удары. Большая волна еще не наступила. Большая волна скоро придет.
is coming soon. Как сообщил CNN, высокопоставленный американский чиновник, США готовятся усилить удары по Ирану в ближайшие 24 часа. По его словам, первые атаки уже ослабили оборону Ирана, новые удары будут направлены на уничтожение производства ракет и беспилотников. Собеседник телеканала заявил, что запасы ракет, включая Томагавк и СМ-3, истощаются, но это не остановит следующий этап операции. Хозяин Белого дома как бы в опровержение этого и других сообщений написал у себя в соцсети. Трамп утверждает, что запасы боеприпасов и их качество как никогда высоки. Как мне сегодня сказали, у нас практически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы, которые лучше, чем лучшее оружие других стран. Соединенные Штаты обеспечены всем необходимым и готовы к большой победе. Правда, при этом Трамп не забыл пнуть своего предшественника и приплести к этому президента Украины. Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все Финеасу Тейлору Барнуму из Украины, Зеленскому, сотни миллиардов долларов. И хотя он раздал так много сверхвысокоточного оружия бесплатно, но не потрудился его пополнить. К счастью, я восстановил армию в свой первый срок и продолжаю это делать. То есть сначала Трамп в первый срок восстановил армию, потом пришел Байден и все отдал Зеленскому, но через год на складах самые огромные и качественные запасы боеприпасов. У меня это не укладывается в логическую цепочку. Помогите комментариями. А сейчас важные новости с более ближнего к нам фронта. Произошло то, чего не было давно. В течение февраля Украина смогла вернуть больше территории, чем Россия захватила за этот же период. Такой оценкой поделился главком ВСУ. Александр Сырский добавил, что украинские войска нанесли врагу значительные потери. Общие потери российских захватчиков за 3 зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными или 1031 человек в сутки. В свою очередь, Владимир Зеленский поделился новой цифрой. С начала года украинские войска на юге освободили около 460 квадратных километров территории, заявил президент в интервью итальянскому изданию «Корьере делла Сера». Стив Уитков поделился шокирующими подробностями. Спецпредставитель президента США приоткрыл то, как проходили переговоры с людьми Аятоллы. На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо сказали нам без всякого стыда, что у них в распоряжении 460 килограммов 60% урана, и они знают, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб, и это было началом их переговорной позиции. По словам Уиткофа, во втором раунде переговоров стало ясно, что соглашение маловероятно, а третий раунд стал последней попыткой. Украинские защитники продолжают зачищать от захватчиков не только сушу, но и демилитаризовывают море. Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение еще одного российского судна. Деталей не раскрыли, но, скорее всего, речь идет о результате недавнего удара по Новороссийску с применением морских и воздушных беспилотников. Накануне стало известно, что дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с другими подразделениями сил обороны Украины атаковали военные и нефтяные объекты в этом важном порту. Поражен российский фрегат класса «Адмирал Григорович». Это предположение выдвинули аналитики мониторинговой группы «Крымский ветер», опираясь на спутниковые снимки. Кроме всего прочего, это судно является, хотя теперь, наверное, стоит говорить, являлось носителем ракет «Калибр». Всего с начала войны Украина, не имея своего полноценного флота, вывела из строя 30 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки агрессора. Пока украинские защитники бьют врага на море и суше, украинский спортсмен рассуждает о политической карьере. Александр Усик дал понять, что не против заняться политикой. Об этом чемпион по боксу заявил в интерв'ю Андрію Біднікову. Я ще пару років планую побоксувати. Планую побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу. Все-таки мером Канатопа ти підеш? Ні, дивись, я нижче, чим президент, не збираюсь нікуди йти. Как думаете, это шутка или заявка на участие в будущей президентской кампании? И как вам Усик в роли президента? Делитесь комментариями.
Трамп во главе заседания Совета Безопасности ООН. Правда, речь не о Дональде, а о его супруге. 10113 заседание Совета Безопасности объявляется открытым. Мелания стала первой в истории первой леди, которая проводила такое мероприятие. Заседание Совбеза было посвящено защите детей и вопросам образования в условиях конфликта. Мелания Трамп подчеркнула важность образования как средства формирования терпимости и укрепления мира. Дети, воспитанные в культуре, основанной на интеллекте, развивают уверенность в себе, внедряют инновации, строят, конкурируют и поддерживают глубокую систему ценностей. Их знания способствуют сопереживанию, преодолевая географические, религиозные, расовые, гендерные и даже местные нормы. Они становятся заботливыми людьми, но дети, воспитанные в культуре, основанной на невежестве, окружены беспорядком, а иногда и конфликтами. Эти общества полны людей с жестким мышлением, которые придерживаются предрассудков и избегают человеческого достоинства. Тем временем супруг Мелании поставил очередной рекорд и переплюнул всех предыдущих президентов США по количеству стран, по которым с его согласия были нанесены ракетно-бомбовые удары. По подсчетам издания Axios, Дональд Трамп санкционировал за год больше ударов, чем Джо Байден за весь свой срок. Всего удары были нанесены по 7 странам, причем по Ирану, Нигерии и Венесуэле впервые. Вот такие разные рекорды у этой четы. Какие вам нравятся больше, делитесь мнениями. Какая страна сбила 3 американских самолета? Какие режимы взял на мушку Дональд Трамп? Как американская ракета едва не ликвидировала российских пропагандистов? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.